Привет! Рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Вика. Добро пожаловать! Здесь мы создаем и поддерживаем атмосферу дружелюбия, комфорта и тепла. Пожалуйста, перенеси фокус внимания на то, как чувствует себя сейчас твое тело, насколько ему комфортно. Постарайся позаботиться о себе и дать себе этот комфорт. Организуй его для себя. Можешь налить себе чашечку чая, как это сделала сейчас я. И мы приступим к тем темам, которые я сегодня для нас с тобой подготовила. Как мы сами воруем у себя кайф, легкость, удовольствие, а главное, зачем мы это делаем? Поговорим о быстрых достижениях, о бесконечной погоне за деньгами, ростом, развитием, причем быстро, сейчас и сразу, в связи с этим поиском волшебных таблеток, каких-то нестандартных решений, лайфхаков, бесконечном обучении и так далее. Поговорим про кризисы и почему это хорошо. Еще поговорим про то, что лучше, процесс или результат. Если бы пару лет назад у меня спросили, что важнее, процесс или результат, цель или план, я бы сказала, конечно, цель. Нет цели, нет пути. Логично, да? Или мы вообще-то ценны только нашими достижениями. Это очень важно, ставить перед собой цели, идти к ним, строить план, добиваться их. Только так мы можем себя уважать, ценить, доказывать этому миру, что нас тоже можно уважать, ценить и так далее. Зачем процесс, если от него не будет результата? В чем смысл тогда? Мне казалось, что уважать себя и в целом любить себя можно только если ты чего-то стоишь, и для этого надо себе и другим бесконечно что-то доказывать, что-то достигать, куда-то стремиться, что-то получать, в том числе внешне одобряемые штуки, типа классной работы, хорошего уровня жизни, хорошего дохода или зарплаты, квартиры, в которой ты живешь, она должна быть классной. Ты внешне должен быть привлекательным и кучу всего еще. Сейчас я думаю немного по-другому. Я думаю о том, что жизнь в целом — это и есть процесс. И в том, как мы проживаем эту жизнь, то есть чем мы наполняем этот процесс, как мы к нему относимся, что мы чувствуем, идя этот путь, и есть смысл. Год назад я словила себя на мысли, что я живу жизнью, о которой когда-то мечтала. Вот серьезно. У меня была классная работа, социально одобряемая, такая интересная. Я получала достаточное количество денег, чтобы обеспечить себе комфортный уровень жизни, снимать хорошую квартиру, ходить регулярно на тренировки индивидуальные, как я когда-то мечтала, с тренером, ходить к психологу, об этом я тоже мечтала, красиво одеваться, покупать себе красивую одежду, водить себя в какие-то красивые заведения, путешествовать, покупать обучение, о котором когда-то мечтала, без рассрочек, кредитов, сомнений. Просто купить его, потому что я так захотела. И кучу всего еще. И когда это обнаружила, я удивилась тому, что я не кайфую, я не получаю то от этого, что думала, когда это планировала там несколько лет назад. Вот я хочу жить вот такой-то жизнью. В итоге я к ней пришла, но счастья в ней было мало. И удовольствия в ней было на самом-то деле мало. И я думаю, почему так случилось? Ведь я этого хотела, и я по-прежнему этого хочу. Я хочу, чтобы это осталось, мне это нравится. Но почему я не кайфую? Что со мной не так? Я думала об этом. В какой-то момент осознала, что то, как я шла к этим целям, превозмогая над собой, грубо говоря, заставляя себя что-то делать, заставляя себя что-то достигать, и привело меня в состояние выгорания. То есть сам подход достижения целей привел к тому, что даже достигнув эти цели, я не могла им порадоваться. И это было очень грустно. И тут весь мой фокус внимания перешел с целей и результатов на процесс, потому что именно там у меня было множество и до сих пор есть проблем, которые требуют моего внимания, если я хочу по-другому, если я хочу достигать и получать удовольствие. Мне нужно найти, что в моей схеме работает не так. Если я достигать уже могу, и у меня получается, но это не приносит мне удовольствия. Есть много вариантов того, что делается не так. Например, цели не мои. Но я понимала, что цели мои. Я перепроверила, я знаю, что точно то, что я хотела. Но
все равно не чувствую кайфа. Почему? Не чувствую удовольствия. И это я не имею в виду чувствовать это бесконечно долго, постоянно. Нет, это невозможно, но в целом как-то не ценю это, что ли. И ответ пришел сам, потому что я устала. Я устала от того пути, который я прошла, чтобы их достигнуть. Но я не этого хотела. Я хотела быть счастливой. Но прикол в том, что я за это счастье, которое мне казалось, вот, я это достигну и получу это свое счастье, я платила счастьем настоящих моментов. И их было много. Плюс потом в итоге счастья я и не получила. Знаете, вот это вот про то, чтобы было более понятно, хочется больше примеров привести. Но знаете, вот бывает такое, что ты поехал в путешествие, и вроде все классно, все кайфово, но тебе не кайфово, и внутри какая-то такая дыра, потому что все это время ты себя не слышал, ты игнорировал то, что ты устал на самом деле, или то, что тебе тяжело этот путь идти, вместо того, чтобы искать ответы на вопросы, а как мне было бы легче идти этот путь к этой цели. Может быть, это нормально, что я достигну ее не в этом году, а в следующем, и так далее, да? Ты давил на себя такой, нет, мне надо сделать это, мне надо поскорее, побыстрее, и так далее. И всякие лайфхаки, как там, я даже вспоминаю, что я изучала лайфхак, как быстро высыпаться, и там был пример, что-то про то, что если вы очень сильно устали и очень мало спите, ложитесь на диван или там на кровать, ложите ключи на руку и вытягивайте руку. И спите. И у вас вот 20 минут примерно есть до тех пор, пока рука полностью не расслабится и ключи не упадут. Как только они падают, сразу вставайте. Вот этого времени вам должно хватить, чтобы вы восстановились. Я сейчас сижу, думаю, ну это же... Сори, но это пиздец. Просто пиздец. Теперь я уже не удивляюсь, почему я бесконечно хочу спать в своем сабатикале и последние годы своей жизни, потому что раньше я так себя мучила. Ужас. Просто ужас. Я вспоминаю, понимаю, что я сейчас ни за что не пойду таким же путем. То есть если бы так случилось, что Вика сейчас, которая есть, вернулась там Вику в прошлом, она бы шла к этим же целям, скорее всего. Но не тем путем уж точно. Потому что она знает цену этого пути, она не хочет больше так. Возвращаясь к той теме, почему сейчас для меня процесс важнее результата, понятно, что важно и то, и то. Это понятно, это я даже не спорю. Но в моем случае, на тех примерах, которые я для вас привела, уже очевидно и понятно, что у меня проблемы с не целями и не их достижением, а именно с процессом. И перед тем, как уйти в свой sabbatical, в который я, кстати, ушла где-то около месяца назад, чуть больше, про sabbatical я также записывала видео на этот канал. Если я его публиковала, я добавлю где-то в рекомендациях, можете глянуть. Вот, уходя в этот путь, это было тоже непростое решение, я понимала, для чего я это делаю глобально, да. Я не знала еще, как я пройду этот путь, но я знала, для чего я хочу. То есть у меня была цель, а путь к ней мне хотелось бы нащупать. И нащупать такой, чтобы он был в кайф. Как это делать пока? Честно, я не знаю. Я еще не умею. Мне предстоит найти эти ответы, и я их буду искать по большей части внутри себя. Потому что теперь я знаю, что если я постоянно ищу что-то вовне, как правильно, как эффективнее, как быстрее и так далее, это все не делает меня счастливой, к сожалению. Важно вот тут понять, нащупать, услышать. Боже, как хорошо, что я хожу в терапию уже 1,5 года, и мне этого времени хватило, чтобы это осознать. Просто спасибо. Пусть это долго было, но это стало прям важным. Так вот, до того, как я решила уйти в этот sabbatical, я чувствовала эту проблему, я ее для себя озвучила, и мне хотелось научиться для себя. Вот прикольно, что цели вместо там каких-то вот по смарту, там зарабатывать такую-то сумму к такому-то году, на том-то, том-то, я начала формулировать совсем по-другому, где во главу ставился кайф от процесса. И не было дедлайна у этой задачи и у этой цели, потому что я не знаю, сколько мне на нее потребуется, и я не хочу себя больше насиловать и мучить. Я дам все время, которое у меня на это есть. И столько времени, сколько понадобится для того, чтобы это на самом деле было, потому что это для меня супер важно сейчас. А именно вот примерно вот так цель этого звучала у меня в голове. Я бы хотела научиться соединять свою способность достигать цели, то есть вот, да, точки эти, с умением так организовывать процесс,
и жизнь, и каждодневную рутину, по сути, да, то есть вот 90% времени, чтобы сам путь мне тоже нравился. Я согласна на то, что если он будет длиннее, пусть он будет там где-то сложнее, потому что он длиннее, и там будет не хватать терпения. Или я не знаю, что еще потребуется, кроме удлинить путь, чтобы его облегчить. Но я больше так не хочу. Вот через насилие, превозмогание и hustling. В американской культуре вот есть такой термин. И мне не нравится такой путь больше. Вот я понимаю, что для того, чтобы научиться по-другому, это вот, знаете, это как 27 лет. Ты живешь, и ты умеешь кушать вот правой рукой. А потом ты берешь и придумываешь, что я хочу кушать там левой ногой, условно, да. И это же просто безумно сложно научиться по-другому кушать. Или это как заново научиться ходить. То есть мне надо будет, во-первых, понять, кто так умеет, подсмотреть, может быть, за ними, и внутри нащупать что-то, я не знаю, пока не знаю. Но мне безумно хочется соединить вот эти две части себя. Какую-то творческую, которая умеет организовать процесс так, чтобы ей было кайфово. Но она почему-то не умеет достигать тех целей и результатов, которые вот я бы хотела достигать. И соединить вот эту какую-то часть себя, которая такая стратегическая, не знаю, аналитическая, очень такая взрослая, очень умная, очень ответственная, такая больше, сильнее. Внутренний тренер, внутренний Тони Робинсон, или как его там, внутренний Тони Робинсон, внутренний строгий родитель, такой, знаете, гиперопекающий и такой вот какой-то точно знающий, как надо, потому что вот это же работает. Да, это работает, но это не приносит мне счастья, удовольствия, кайфа. Я так не хочу. И на другой стороне весов вот что-то творческое, что-то легкое, что-то инстинктивное, что-то, что я пока мало знаю и плохо понимаю, потому что я это себе всегда запрещала, подавляла, потому что это мне казалось совсем не про взрослость, не про вот достижение целей. И вот если сравнивать, я представляю вот эту свою часть какую-то, знаете, такая строгая Вика с пучком или с хвостом, в очках, такая за компьютером, вот она пьет кофе, вот у нее план на день, вот она все четко делает, знаете, структурировано, у нее все запланировано, все спрогнозировано, есть план Б, план С, если что, и она всегда знает, как надо, вот она такая уверенная, мощная, как вот, знаете, как робот. Она, конечно, классная, она мне многое в жизни подарила, и с помощью той вот силы, которая в ней таится, я многое в жизни достигла, но эта цена, которую я плачу за этот путь, мне больше не нравится, не подходит. Я прошу ее остановиться, а она не хочет остановиться, потому что она сейчас в тревоге. Мы вообще-то в сабатике. Она мне говорит такая, мне условно, у меня не раздвоение личности, не подумайте, я просто так описываю, то, чтобы вам было понятно. И вот когда я веду с ней внутренний диалог с этой своей частью, она все время тревожится про то, что, вот смотри, вот это все, что у тебя есть, это благодаря мне. И если я сейчас, не возьму снова в свои руки контроль, да, потеряю, то у тебя не будет этого всего. Ты это все потеряешь, и нового вообще не добьешься без меня. А на другой стороне весов есть что-то похожее на, знаете, такого маленького, красивого, нежного, такого ранимого, но при этом открытого котеночка, который как будто бы, знаете, вот с закрытыми глазами в темноте на разные звуки, на разные запахи идет. Вот он изучает только этот мир. Он еще очень маленький. На него нельзя опереться. У него еще нет результатов. Он еще не вырос в прекрасного какого-то львенка, а потом в прекрасного, большого, сильного льва. Да? Но чтобы ему вырасти, ему надо дать место, ему надо дать время на исследование этого мира, на поиск на то, чтобы услышать себя. Это, знаете, вот аллегория такая, когда вот родитель гиперопекающий и ребенок такой очень открытый миру, очень интересный, очень творческий такой, да. И вот ребенок что-то хочет, родитель такой, нет, надо только так резать эту морковку, нет, надо только так убирать квартиру, нет, ты поступишь не туда, а в медицинский, например, нет, ты там условно, да, вот представим такую семью. И вот для меня вот это вот то, что внутри, вот этот кризис, этот внутренний конфликт между этими двумя частями,
Вот он примерно вот так вот и выглядит. Привет от Вики из будущего, и здесь мне важно кое-что уточнить, что наша личность с точки зрения психологии, она неоднородна, она состоит из разных частей. И бывает такое, что эти части вступают между собой в конфликт. Для того, чтобы конфликт этот заметить и как-то его решить для себя, визуально можно и разделить эти две части, как я и делаю в этом видео. Я привожу пример, как у меня две мои части между собой, так скажем, спорят. Они не согласны. Одна часть хочет одного, вторая хочет второго, и это внутренний конфликт. Это вызывает напряжение, и если этого не замечать, этого не видеть, это не устранять, это может реально мешать. Но если в это смотреть и образно разделять вот эти две части только в целях того, чтобы понять, как лучше поступить в жизни, чтобы договориться между этими частями, чтобы и той было хорошо, и той было хорошо. Это очень классный прием. Но я прекрасно понимаю теперь уже, что чтобы дать возможность этому котенку вырасти, превратиться в прекрасного львенка, а потом в льва, надо дать ему возможность пробовать, совершать ошибки и так далее. Это, знаете, вот когда ребенок школьник с гиперопекающей там мамой или отцом, он потом вырастает, попадает в среду, там, допустим, универа, начинает учиться сам чему-то, общаться с людьми, выстраивать контакты, кормить себя, готовить себе, там, не знаю, зарабатывать деньги и так далее. И вот если мать дальше опекает, то у ребенка не получается. И вот вырастают потом парни, которые живут с родителями там, в 35-45, не потому что что-то случилось там с мамой, нужно ее поддержать, или с самим собой, потому что он там болеет условно, да, а потому что вот он не может по-другому, он не знает, ему безумно страшно. У него нет навыка зарабатывать деньги, уметь о себе позаботиться и так далее. Ну, девчонки, ну согласитесь, с такими парнями, ну неинтересно, ну неинтересно. По крайней мере, мне. Не знаю, как вам, может быть, вам интересно. Вот. Знаете, такие маменькины сынки. Но есть и маменькины дочки, или там папенькины дочки. Вот. И в концепции там своих вот этих двух частей, у которых сейчас стычки, мне бы очень хотелось вот этой своей части. Я когда вот вчера это прописывала, даже нет, я сегодня утром это прописывала, я сегодня утром полностью осознала вот этот конфликт на самом деле. Я прописывала для этой своей части, которая очень сильная, властная, она большая. Пожалуйста, дай возможность моему котенку вырасти. Не мешай, у тебя другие задачи. И я ей прописала прям список задач, которыми я хочу, чтобы она занималась, чтобы она не мешала. Работать со своей тревогой, потому что она очень тревожится за будущее, что если отпущу контроль, то все разрушится. Ну а вдруг не разрушится? Мы же не пробовали жить по-другому. Мы все время все контролируем, мы все время хотим ко всему подготовиться заранее. Нам все время не нравится, если что-то не по-нашему. Должно быть все именно так, как я хочу, так, как я запланировала и так далее. Вот это безумный такой гиперконтроль внутри себя, он же от чего? По крайней мере, у меня диалога с собой я выясняю, что он из-за тревоги о будущем, из-за того, что мир кажется таким большим, таким каким-то сложным, таким несправедливым, непредсказуемым и проблемным, что как будто бы в нем можно справиться только если ты вот постоянно напряжен, постоянно ты ожидаешь чего-то такого плохого, тебе постоянно надо куда-то бежать, чтобы не замечать, как внутри тебя страшно, плохо, одиноко и так далее, да, и чтобы обложиться вот этими, знаете, достижениями, построить из них какой-то прям крепость, которая тебя будет защищать, свой дом, там, свое жилье какое-то, машину, какие-то социальные статусы, где тебя не обидит какая-то... Ну, в общем, я думаю, что вы понимаете, к чему я клоню и о чем я говорю. У меня есть такая идея разобрать фильм один, который мне очень нравится, и в котором вот эта тема интересно прослеживается, в том числе. Возможно, я это сделаю. Я смотрела этот фильм на первой своей групповой терапии, когда у нас была групповая терапия, и потом было время на развлечения, так скажем. И вот одним из развлечений был групповой кинопросмотр с дальнейшим обсуждением. И вот этот фильм мне прям запомнился. И много чего хотелось бы о нем тоже рассказать вам на этом канале. Но ладно, вернемся к теме. Что я еще просила ее? Эту свою часть. Пожалуйста, работай со своей тревогой. Радуйся даже маленьким достижениям своего львенка, своего котенка.
Я представила, что это мать такая, да, а это как бы ребенок. Работай над тем, чтобы отпускать контроль, расслабляться, выдыхать, доверять миру, доверять себе. Потому что вот эта часть — это тоже я. Давай ей доверимся, давай попробуем дать ей шанс. И посмотрим, что будет, потому что мы никакой другой части не давали шанс. Серьезно. Ты будешь рядом. В случае там совсем сильных проблем ты подхватишь. Но, пожалуйста, дай возможность. Это, знаете, это как внутренний диалог с самой собой. Это, не знаю, наверное, для тех, кто не ходит в терапию, это максимально странно звучит, но это реально помогает. Меня отпустило. Вот серьезно, я последние там дней 10 не снимала видео, хотя когда я была на Мадейре в декабре, они у меня шли как пирожки, штамповались, один за другим, мне хотелось. А тут у меня вот из-за этой части как раз-таки тревожащейся, гиперконтролирующей, которая уже наизучала, как правильно вести YouTube-канал, что должна быть стратегия, и все это, я это и так знала, но мне не хочется сейчас стратегию, мне не хочется сейчас нишеваться, мне не хочется сейчас определять тематику канала, мне просто хочется делиться тем, что вот мне сейчас актуально, учиться просто самому процессу, снимать видео, выкладывать, снимать, выкладывать, а потом на основе вот этого уже что-то там планировать и планировать там следующий шаг, следующий там второй, третий шаг, не больше. А вот эта часть, она такая: нет, давай все пропишем, все предусмотрим. И я задала ей вопрос: почему тебе так важно все это прописать, знать наперед, зачем ты это делаешь, с какой целью, какой должен быть результат, какие-то цели, знаете, поставить по смартам, в каком-то, не знаю, количественном выражении и так далее. Определенный, до определенного какого-то срока, да, и так далее. Почему? Ответ был: потому что тревоги столько, что как будто бы хочется от мира, от Ютуба, от зрителей, да, потенциальных, получить какие-то гарантии, что они это посмотрят, что им это будет нужно, что им будет это важно. И, знаете, типа не совершить ошибок, предугадать все это, но это невозможно предугадать. И это хочется. Я спрашиваю второй вопрос: почему? Вот эта техника опять почему, да? Если кто не знает, может, потом расскажу. Я задаю следующий вопрос: почему тебе это важно? Почему тебе так нужно вот это получить? Чтобы что? И ответ: потому что если этого не будет, я не буду продолжать. Или я буду продолжать, но мне будет очень сложно. И вот здесь парадокс. Потому что я понимаю, что вот этот вот страх, тревога, которые привели к тому, что я начала изучать, как это правильно делать, искать какие-то лайфхаки, которые меня на самом-то деле, наоборот, отодвинули, да, от публикации вообще первого видео. Они все про то, что мне уже это вот это все не в кайф. Это все уже не в кайф, не в радость. Это вызывает внутренний стресс и напряжение. И получается, из «хочу» это превращается в «надо». Это надо сделать именно так. Вот есть такой план и так далее. Меня это как-то ограничивает. И это отличается от сути того, ради чего я ушла в sabbatical. По сути, ради того, чтобы искать с интересом, что мне нравится и как мне нравится это делать. Вот так точно нет. И я снова скатилась вот в эту свою Вику, которая там все такая в очках, такая серьезная, все, сейчас мы все узнаем как надо, все распланируем и снова начнем херачить. А херачить я не хочу. Это же мой проект. У него даже может не быть никакой цели, блин, кроме как радовать меня. Это же офигенная цель. Радовать меня. Чтобы мой проект меня радовал. Но как будто бы, мне казалось, это недостаточно. Сейчас я так не думаю. Позже приведу вам еще один пример, интересный из моей жизни, из недавнего, как я усложнила себе жизнь при организации соло-поездки, в которую мечтала съездить. Но это будет потом. Мне вообще кажется, что когда ты начинаешь что-то новое, и для тебя это еще непонятно, будет тебе там интересно, не будет, ты только нащупываешь, не надо изучать, как это делать правильно. Особенно если ты хочешь это делать больше как что-то для себя, для удовольствия, для кайфа, для радости, а потом уже там для денег или еще чего-то, да. Ну не надо, потому что это может запустить процесс вот этого безумного количества мыслей, обдумывания, как правильно, обучения на обучении, и так и не применяешь эти знания, и потом они в тебе кишат, они мешают тебе жить, они отяжеляют. Легкости никакой точно тут, о легкости никакой точно речи быть не может, и это мешает. Так, собственно, почему же кризисы — это хорошо? Напомню про то, что кризис — это, по сути, момент, точка жизни,
в которой так, как раньше, уже не нравится, не приносит удовольствия, ты уже так не хочешь, не можешь и так далее, а как по-новому ты еще не знаешь. И вот это состояние, когда старое уже не работает, а нового еще нет, оно очень тяжело переносится, в нем действительно тяжело находиться, чтобы не скатиться в старый какой-то паттерн поведения и вообще отношения к жизни, к миру, к своим там, смотря в какой сфере возникла вот этот кризис, да, но нового еще нет, и новое не сформировалось. Поэтому конфликты внутренние и кризисные моменты — это очень круто, это очень хорошо, потому что вы наконец-то заметили, что так, как раньше, вам не подходит, и вы так больше не можете. И вот здесь начинаются все изменения. Вот. Поэтому сейчас между тем, что важнее, процесс или результат, я, конечно, скажу и то важно, но сейчас в моей жизни важен процесс. Потому что процесс налаживать так, чтобы мне было в кайф, я не умею. И как же я их соединю? Мне вот хочется соединить кайф от достижения цели, от самой цели, и кайф от процесса. Но если умею только так, или вот там только так, то или забыла, что такое кайф от процесса, то как же я буду их соединять? Мне надо вспомнить, что такое кайф от процесса. Снова научиться этому. Через творческие всякие штуки. Как, например, съемка YouTube-канала. Без цели, без плана, без какой-то там стратегии по продвижению, по нишеванию, по целевой аудитории, вот этому всему. А потом уже соединить. Ну а на сегодня все. Я уже достаточно уставшая, но я старалась записать это видео не с таким лицом. Вот, поэтому буду рада вашим лайкам, комментариям, в знак благодарности того, что я так хорошо, как мне кажется, потрудилась над тем, чтобы нам с вами было интересно.